Так, давай, Дань, с самого начала расскажи свою историю о том, как ты пришел в армрестлинг и почему именно армрестлинг. У меня старший брат, старший тренер города Алматы, заслуженный тренер Казахстана. Он Мгм. является моим родным братом. Когда я начинал в детстве заниматься дзюдо, он начинал заниматься армрестлингом. С этого и пошла вся моя история. Ну, я смотрел, мотивировался, как он тренируется, занимается, побеждает. И вот для себя решил попробовать выступить сперва на областных соревнованиях. И на Мгм. своих первых соревнованиях у меня сразу получилось стать вторым. Я тогда весил, наверное, 28, а весовая категория была 45. И я, то есть, даже на 3 категории выше своей выступил и стал вторым, и у меня появился интерес к этому виду спорта. Огонь загорелся, в общем, да, от этого. Ну, можно так сказать. Я так правильно понял, твой родной брат, он и является твоим тренером. Ну, вначале был, как я понял, да? Да, он как и в начале, так и сейчас мой тренер. А сам твой брат выступает, может, как-нибудь в каких-то соревнованиях, или он как тренерская деятельность у него только? Мой брат, да, выступал, он неоднократный чемпион Азии, чемпион Мгм. Кубка мира. Сейчас в данный момент не выступает. Но он обещал нам в этом году вернуться и показать себя на чемпионате мира. После чемпионата мира, ну, как вы знаете, уже у нас было удачное выступление. Он Да. тоже загорелся и обещал на следующем году на чемпионате мира выиграть. Дань, скажи, сколько лет ты уже тренируешься? Я где-то 8 лет занимаюсь. 8 лет. А тебе сколько самому? Мне сейчас 19. У меня были Офигеть. небольшие паузы в спорте, так как были Мгм. травмы. Я в 2019 году ломал руку себе правую. Тяжелый перелом был на Мгм. чемпионате и брал себе небольшой перерыв. А сейчас скажи, как твоя рука себя чувствует? Сейчас все хорошо уже. К сожалению, на чемпионат мира правой рукой я не смог отобраться. На чемпионате Казахстана стал третьим. Но в Мгм. следующем году, я думаю, все получится. Сейчас чувствую себя хорошо. Правая рука тебя не беспокоит? Может, какие-то боли остались там и прочее? Нет, вот как раз таки сейчас я уже чувствую себя намного лучше, восстановил правую руку. Думаю, в следующем году покажу. Даня, скажи, твой вес, рост и замеры бицепса и предплечья, если ты такие делал? Замеры я, к сожалению, давно уже не делал, даже не знаю. Сейчас я чуть набрал вес после чемпионата мира. В данный момент Мгм. 75, а рост 175. Назови топ-3 армрестлера, которые тебя вдохновляют и мотивируют по сей день. Ну, вообще, всегда я как бы стремился и мотивировался своим братом старшим, Мгм. как я мой тренер. А помимо мне нравится Хитак Зитиев, если вы помните такого армрестлера из России, Мгм. верховик. Да. Очень, нравится мне как спортсмен, его борьба. Тоже хотелось бы так побороться, как он. И нравится Арсен Лилиев, егошний старт. Олег Черкасов мне нравится тоже. Я очень хотел бы с ним побороться левой рукой, если было бы это возможно. Смотри, а как оценишь свои шансы в поединке против Олега? Вот если на данный момент вы поборолись. Ну, я не могу ставить шансы все на себя, хотя в данный Мгм. момент уверен в силах, так как нахожусь в хорошей форме. После чемпионата мира я также продолжил подготовку, чуть-чуть отдохнул, и Мгм. сейчас еще в лучшей форме своей нахожусь. Думаю, у меня все шансы есть бороться с такими спортсменами. О травмах ты, в принципе, сказал, что у тебя рука была сломана в 2019 году. Скажи, на данный момент тебя беспокоит какая-либо травма? И расскажи, в принципе, вот людям, которые занимаются армрестлингом, как ты восстанавливаешься, что ты делаешь, чтобы вот избежать травм? В данный момент чувствую себя хорошо, травмы меня не беспокоят. Продолжаю свои тренировки, готовлюсь. Сейчас готовимся на Кубок Азии. Ну, большой акцент делаем ученикам, так как будут ученики выступать. М. А травмы как закачиваю? Ну, я в основном резинкой закачиваю. Именно где у меня болит, я делаю на количество повторений до жжения, когда начинает жечь в руке.
останавливаю Кровоток, да? процесс. Меряешь, наверное. Да, да, да. Ну, то есть кровь разгоняю, Мгм. а прям таких не придерживаюсь, я не знаю. Мне всегда резинка помогала. А может быть, лед прикладываешь, либо какие-то БАДы употребляешь, что-нибудь такое. Миша, например, говорил, что Ну, он лед очень часто прикладывает. ну, у каждого свой метод. Мне всегда резинка помогала. Ну, а если Мгм. из спортивного питания, коллаген, если только. Скажи, как часто ты тренируешь специализацию? Ну, как все уже знаете, то, что я борюсь верхом, Мгм. а, моя коронка вверх. Также могу в крюк побороться, если есть необходимость. Ну, перед чемпионатом мира мы тренируемся 4 раза в неделю. Я тренирую 2 раза в неделю вверх, 1 раз крюк и базу делаю. Мгм. То есть раза в неделю достаточно. Смотри, я так понимаю, из-за того, что ты верховик, именно поэтому 2 раза в неделю ты тренируешь вверх, да? То есть больше упор делаешь как раз вот на борьбу через верх. Да, больше акцента наверх делаю. В таком случае, раз мы затронули тему специализации и, в принципе, базовых упражнений, можешь рассказать свои силовые в базе, жим лежа, например, становая тяга, если делаешь, и в специализации, в каких-нибудь упражнениях, если ты знаешь результаты, там, помнишь свои. Ну, становую тягу я не делаю. Потом жим Мгм. лежа, самые большие веса не могу поднимать, поэтому делаю жим гантелями больше. А Мгм. также лежа 120 на раз. 120 на раз. Да. А с гантелями, вот ты работаешь с гантелями, и по сколько гантелей получается? Ну и перед чемпионатом мира 45 делал на раз. По 45, да, в каждой руке. Я понял. А вот силовых специализаций, вот на пронатор сколько поднимаешь? Может, на кисти заворачиваешь, что-нибудь такое? На бицепс сколько поднимаешь? Ну, на бицепс мой рекорд с кривым грифом 115 был перед чемпионатом мира тоже. Мгм. А пронат, не знаю, максимум не делал, прям свой максимальный вес, Мгм. но я думаю, больше 50 я сделаю, потому что Больше 50 я 50 килограмм на мира, пронатор? да. С ума сойти просто. А через палец или полностью через так вот руку? Не, вот через лямку здесь пропускаю Ага, и ага. развод. 50 килограммов. И учитывая то, что твой вес 75, да? Ну, С почти ума. свой вес. А вот я вот видел, по-моему, у тебя было видео, где ты на скамье Скотта, сколько там, 130 же делал, да, по-моему? Да, это 140, это вот на А, недавней тренировке. 140. Я увидел это упражнение, ранее это упражнение не выполнял, решил Мгм. попробовать. Так, следующий вопрос, который неоднократно звучал, и его просили задать. Есть ли в планах участвовать в варфайтах, и когда тебя ждать на МС? И опять же, есть ли у тебя желание участвовать на Восток против Запада? Да, у меня есть оппонент, с которым я бы хотел взять реванш. Ну, как реванш, просто закончить дело. На Мгм. чемпионате мира в моей категории первым стал Тарасайтис, как вы все знаете, очень сильный спортсмен из Мгм. Латвии, Литвы, точно не помню. Я вот хотел бы с ним побороться. Если было бы это возможно, я бы подошел в хорошей форме и, думаю, забрал бы свое. Да, также я хотел бы с Олегом Черкасовым левой рукой постоять, так как с детства мотивируюсь, да, вырос на егошних выступлениях, а Мгм. сейчас проверить свои силы с такими спортсменами, как он. А на МС, я не знаю, в ноябре, наверное, я пропущу этот турнир. Михаил поедет, а я пока пропущу этот турнир, так как в зале нужно остаться, помочь с подготовкой, ну, нашим молодым Мгм. чемпионам. Тренер поедет с Михаилом, а мне придется остаться. Ну и пока в планах, и планы, как бы, пока не могу сказать. На один турнир просто пригласили. Мгм. Сейчас еще. И, скорее всего, ты говоришь про вот этот турнир, про который сейчас прошу, Кубок Азии, соревнования в Узбекистане, которые будут проводиться с 17 по 23 ноября. Я так понимаю, ты туда поедешь, да?
Нет, на этот турнир я по-любому поеду, туда и Михаил поедет. То Мгм. есть это будет по АМС уже, АМС в начале ноября, а мы в середине поедем. Но я Мгм. поеду после Азии на другой турнир. На другой турнир. А можешь сказать, что за турнир? Где будет проводиться? Ну, мне предложили побороться в армфайте с парнем из Грузии, Алексей Заврашвили, если знаете. Тоже очень сильный парень. Мгм. Сейчас пока это все как бы еще не точно, На стадии переговоров. поэтому я думаю поехать на МС или же, если решиться, поехать на Армфайт. Отлично. То есть, по сути, у тебя на стадии переговоров уже армфайт какой-то определенный имеется, да? Хорошо, хорошо. Вопрос от одного подписчика, я полностью его тебе зачитаю. Подскажи упражнения или способы, которые помогут убрать привычку слишком супинировать кисть при закручивании в крюк, отдавая пронатор и лучевую. С чем это связано? Слабый пронатор или отсутствие бока? Блин, если честно, вопрос интересен, но непонятен. Я тоже читал этот вопрос ранее в комментариях. Именно закручиваться быстро в крюк, то нужен сильный супинатор. А если он хочет именно давление сильное, тогда бок. Ну, Мгм. одно не мешает. Ну, в общем, ты бы посоветовал и бок, и пронатор прокачать, чтобы вот этой Да, и ошибки. если он бицепс, то нужно именно акцент бицепсу уделять, то есть 2-3 раза в неделю тренировать бицепс в определенные дни, там, кисти, супинацию, как он спрашивает, в Мгм. определенные дни бок с бицепсом совмещать. Ну, то есть, как Мгм. ему удобно, но другому не мешает. Не Я мешает. думаю, так. Дань, назови свой топ упражнений. Расскажи, пожалуйста, про свой сплит. Сколько дней в неделю ты тренируешься и что с чем ты тренируешь? У меня, наверное, любимое упражнение, как я говорил, на пронацию. Мгм. Потом верхний блок кисть люблю делать. И, наверное, бок Бок. топ-3 упражнений, да. Скажи, вот на пронатор ты сказал твое любимое упражнение. Именно со свободным весом или на блоке тебе нравится больше делать? Или ты варьируешь и так, и так? Мне со свободным весом больше нравится делать. На свободу. А на блоке работаешь? То есть я и там работаю, но мое любимое упражнение именно с свободным весом. И расскажи тогда про свой сплит. То есть сколько дней в неделю ты тренируешься и что с чем ты тренируешь? Когда я не готовлюсь к каким-то выступлениям, то есть отдыхаю от тренировок, я тренируюсь 3 раза в неделю. Делаю Мгм. 2 раза в неделю арм и третий день базу делаю. А когда подводимся к соревнованиям, то 4 раза в неделю готовимся, 4-5. Мгм. Тоже Мгм. и база, а не армрестлинг. Да, я уже, как ранее говорил, перед подготовкой мы тренируемся 4 раза в неделю. Один из них делаем со свободным весом, лучи, натяжку, там, пронацию делаем, да. Ну, все как бы верховые упражнения. Второй Мгм. день вверх тренируемся на блоках. Третий день делаем бицепс и четвертый базу. Либо же третий базу, четвертый бицепс. Дань, скажи, что-нибудь употребляешь из спортивного питания? Какие-то добавки, может быть? Перед чемпионатом мира, как я говорил ранее, принимал коллаген. Да, и БЦА иногда. Что важнее в армрестлинге? Генетика или труд? Был ли ты одарен с самого начала своего пути в армию? Ну, даже не знаю, как ответить. Одно другому не мешает. Здесь и генетика, и труд. Если у тебя будет сильная генетика, и ты хочешь выйти на определенный уровень, ты по-любому должен трудиться. У меня такой генетики не было. Я раньше приходил в зал, весил, как я говорил до этого, 28-30 килограмм. Мгм. Когда я шел первый раз в свой зал, я весил 40 килограмм. И в Мгм. моем зале меньше 70 килограмм ребят вообще не было. И в свои первые дни я проигрывал девочкам на руках в этом зале.
Ну, девочки тоже сильные были. Одна из них пятикратная чемпионка Азии была. И с каждым днем я приходил и на каждого из них настраивался. Каждому подходил, говорил, я тебя выиграю через месяц. Через месяц я выигрывал этого человека. Ну, стремился к сильнейшим. Я всегда в зал приходил и боролся за столом самым сильным из зала. И с каждым днем стремился его догнать, хотел бороться, как он. И со временем пришел к этому результату. Давай напоследок поговорим о поединках Восток против Запада. Твои прогнозы на некоторые матчи хотелось бы услышать. Если хочешь, можно в процентном соотношении. Если есть желание, можешь такой развернутый ответ дать. Я думаю, Иван Матюшенко выиграет. 80/20. 80. Мне просто Иван Матюшенко нравится как спортсмен. Очень опытный. Бабаев против Ираклия Иракашвили. Я думаю, будет интересный армфайт, но больше отдаю, наверное, предпочтение Ираклию. 60/40. Заур Пайзулаев против Георгия Цветкова. Здесь тоже очень интересный армфайт. Даже не знаю, думаю, наверное, 50/50. Смотря как Заур подойдет к этому армфайту и успел ли он восстановиться. Дань, раз такой вопрос, просто вот Цветков и прочее. Поединок Артема Морозова, твоего, так сказать, тоже, я так понимаю, товарища, да? И Георгия Цветкова. Как ты считаешь, повлияло ли состояние Артема на результат их поединка? Ну так, как вы все уже знаете, Артем перед выступлением сильно заболел и к армфайту не смог подойти в нужной форме. Он, когда приезжал перед отъездом к нам в зал, он был нереально сильный, мы его двумя руками даже с места сдвинуть не могли. Я думаю, на все это повлияла его болезнь. Но я думаю, Артем еще с ним поборется и свое покажет. Так, следующий поединок. Кадыргали Анграбаев против Тода Хатчинса. Очень многие в этом поединке Тоду не дают ни единого шанса. То есть и мировые звезды армрестлинга я вот смотрел, и в принципе люди из стран СНГ не дают Тоду никаких шансов. Твой прогноз? Я тоже большое предпочтение отдаю Кадыргали Ангарбаеву. Думаю, это будет без шансов. Да, ну и финальный поединок, который сейчас у всех на слуху. Ларат против Цыпленкова. Твой прогноз? Ну, опять же, здесь будет очень интересный армфайт. Я не знаю, как Денис подошел к этому армфайту, то есть подойдет. Но все же мое предпочтение Денису, так как тоже мой любимый спортсмен, которым я всегда мотивирую, смотрю. Я думаю, он все-таки вернется и одержит победу. Так, Дань, вопросы у меня закончились. Большое спасибо, что ты уделил время и мне, и поделился с моими подписчиками, аудиторией этими ответами. Было очень приятно с тобой пообщаться. Игорь, все, спасибо тебе большое за интервью. Было приятно познакомиться, пообщаться. Если будут вопросы, я всегда на связи. Давайте, всем удачи.